«Великолепный век» – сериал, возбуждающий умы телезрителей благодаря роскошным нарядам, блескам драгоценностей, талантам снимавшихся актеров, но самое главное – своими декорациями. Поскольку возможности снимать сериал непосредственно во дворце Топкапы не представлялось, люди, ответственные за декорации, постарались воспроизвести максимально близко к оригиналу этот дворец. Была проведена огромная работа по изучению исторических книг и документов, чтобы наиболее точно воссоздать дворец Топкапы для съемок сериала. Площадь дворца, местоположение его покоев полностью повторяла свой оригинал. Одна из сцен сериала демонстрирует султана Сулеймана, погруженного в ванну, полную льда. Поскольку повелитель метался в лихорадочном жару, лекари приняли решение поместить Сулеймана в ванну со льдом, чтобы сбить жар. Поскольку лед в ванной был самый что ни на есть настоящий, актер Халид Эргенч пережил довольно неприятные моменты. По мнению многих, льда во времени Османской империи быть не могло, но тогда возникает вопрос, как же в таком случае можно было хранить продовольствие? Лед специально доставляли с гор, предварительно обложив сеном, и затем хранили во дворце в подвалах. В один момент Сулейман оказался под водой полностью, и в это время ему привиделся его отец, Селим Грозный, который занес свой меч и хотел убить Сулеймана. Эту сцену отсняли в специально подготовленном бассейне. Актер ранее увлекался нырянием с аквалангом и поэтому мог без проблем надолго задерживать дыхание. Поэтому сцена получилась весьма реалистичной. Но вот те моменты, где в сериале фигурируют корабли в море, это создали благодаря компьютерной графике. Для воссоздания сцен военных походов сценаристы использовали доспехи оружия, внешне ничем не отличавшиеся от настоящих. Доспехи имели массу в 30-40 килограмм. Оружие для безопасности было не таким острым, как оригиналы. Однако создатели сериала добились нужного эффекта. Герои «Великолепного века» как будто сошли с исторических полотен. Тот момент, когда в Хюррем и Афифе полетели камни, заставляет зрителей замереть от напряжения. Но камни, которые могли убить их, были из пенопласта. А сцена, когда Афифе ударила камнем, была снята с дублером. Сцена с Мустафой, где прошла его казнь, демонстрирует убранство шатра Сулеймана, его богатство и роскошь. В этой сцене все было снято натурально, без применения компьютерной техники. Да и погода в момент съемок держалась подходящая, дождливая и унылая. Впоследствии Мустафа был убит палачами султана Сулеймана, своего отца. И что интересно, в исторических справках жизненный путь этого шехзаде окончился очень похоже. Одной из наиболее напряженных сцен сериала стала пощечина Лютфи Паши Шах-Султан. По первоначальному сценарию режиссер хотел просто создать видимость пощечины, но сама актриса настояла, чтобы все было сделано по-настоящему. Это позволило ей в полной мере продемонстрировать настоящие чувства и эмоции и продемонстрировать великолепную игру обоих актеров. В истории тоже упоминается похожая сцена избиения, результатом которой стало разрешение Сулеймана получить развод Шах-Султан, а Лютфи Пашу отправили в ссылку, сняв с должности визиря. А чего только стоит последняя сцена с Нигяр. Крайне напряженный момент. Съемка проводилась рядом с оврагом, но по факту падение Нигяр происходило с гораздо меньшей высоты. Эту сцену актриса, игравшая роль Нигяр, отрабатывала самостоятельно, не прибегая к дублерам, а в конце сцены она падает на матрас синего цвета. Синий цвет для этого матраса был выбран специально. Дело в том, что многие режиссеры при съемке фильмов прибегают к использованию специальной программы Chroma Key. Этот оптический редактор позволяет изменить задний фон на ландшафт, который требуется по сценарию. В основном Chroma Key используется фоновая заливка зеленого цвета. Но поскольку местность рядом с оврагом и так по большой части зеленая, сценаристам пришлось выбрать синий цвет.
Этот цвет позволял после обработки в редакторе заменить его на нужный фон, который соответствует месту падения Нигяр, а именно глубокий овраг. Насколько известно, снимать эту сцену было довольно непросто. Все осложнялось тем, что в день съемок дул сильный ветер. Момент падения Нигяр воссоздали с помощью специальных установок. Затем в редакторе поменяли задний фон на нужный, и в конце зрители смогли наблюдать красивую сцену падения актрисы в глубокий овраг. If we all fight through this together, will you apologize and make me feel better? You and me, we're like perfect strangers, 'cause we risk our lives in the eyes of danger. Sticks and stones may break my bones. Mehmet nasıl bir insan sizce? Harika. Başka? Mükemmel. Çok güzelmiş abi. Anan öldü ya, armutların tadı güzeldi. Kalk, karşıla beni. Çekiyor muyum abi? Tüp nereydi abla? Saraya girişine mi? Allah. Ay bunu al ya. Şeymiş. Hoş geldin kardeşim diyordu. Lan gene kimisi için belli olmadı.